Сегодня достаточно тепленько, всего 50 градусов. Интересно, если бы шкала не закончилась, температура бы дальше поднялась. Жарко, конечно. 50 градусов я первый раз вижу на своем градуснике. Так, открываю, значит, дверь. Выхожу из дома. А у меня тут миграция муравьев. Непонятно откуда и куда они идут. И почему они переселяются. Вот они идут откуда-то отсюда. Это уже последние, похоже, потому что я сначала вышла. И их просто была толпа. И они все что-то несут. И вот они через забор и уходят к соседу. Самое интересное, я не пойму, что они несут. Какие-то свои личинки какие-то. Так, ну что, друзья, всем огромный привет еще раз. В общем, давно у нас с вами не было обычных влогов. Надо это дело как-то исправлять. В общем, сегодня будет видео такое, обычный день из жизни. За последнее время у нас произошло достаточно событий. И скажу, не все они были приятные. И вообще у нас как-то в последнее время идет все через одно место. Какая-то такая серо-буро-малиновая полоса пошла. Вот. В общем, мы никак не можем все еще сделать паспорт ребенку. Я не знаю, мне кажется, это никогда не закончится. Ну, в общем, сегодня мы сейчас опять мы едем в МФЦ писать новое заявление. Надеюсь, у нас все получится и напишут его правильно. В общем, я не знаю, чем это дело сегодня закончится. Узнаем сегодня все вместе с вами. Вот. Второй неприятный момент. У нас сломался кондиционер. Я вам показала температуру на улице. И сами понимаете, в такой жаре без кондиционера, ну, очень нелегко. Просто у нас конец июня, начало июля выдался капец каким жарким. На улице стабильно больше 40. По вечерам просто можно вешаться. Ну, в общем, мы вызвали кондиционерщиков. Нам сказали, у вас вышел весь фреон. Нам его обратно заправили. Уехали, и через час у нас опять весь фреон вышел. Вот. И мы опять сидим без кондиционера. Ну, ребята, конечно, обратно потом приехали, сняли уже блок, забрали на ремонт. Конечно, у меня есть вопросики к мастерам, почему нельзя было сразу выявить. Сказали, что вроде как какая-то дырка в блоке, что-то там с трубками. Ну, короче, я этого всего дела не понимаю. В общем, сняли блок, увезли, сказали, будут ремонтировать. Сколько это продлится, неизвестно. И вообще, будет ли потом работать наш кондиционер, они нам тоже гарантии пока дать никакой не могут. Так, ну и небольшой обзорчик моего огорода. У меня тут перчик уже поспевает. Где не вижу. Вон они там. Салатик я тут высадила еще до кучи. Ну и кабачки растут просто как не в себя, не по дням, а по часам. Так, ну что, мы едем
в МФЦ, в станицу Натухаевскую. Напомню, что в Анапе мы не захотели ехать в МФЦ. Капец какой-то, все горячее, все накалено, дотронуться ни до чего невозможно. Машина на солнце постояла, все кипятошное теперь. Вот, в Анапе мы не захотели. Я уже не знаю, правильно, неправильно ли мы сделали, но может, конечно, в Анапе и быстрее было бы, но на Натухаевской очереди не было. Так, мы уже в станице, небольшой обзорчик. Мне вообще Натухаевская очень нравится. Достаточно большая станица, для жизни все есть. Мы ее даже как-то одно время рассматривали для покупки участка, дома, ну, вообще для жизни, чтобы сюда переселиться. Но все-таки нас засмущала удаленность от Анапы. Ну и еще главным фактором сыграло то, что Натухаевская относится к Новороссийску, и все вот такие вопросы, даже с тем же паспортом, надо решать уже в Новороссийске. А сам Новороссийск нас не очень привлекает. Вернее, город нравится, но как он загружен, нам не очень нравится. Так, подъезжаем мы уже к МФЦ. Сейчас все решится. Так, придется в очереди немножко посидеть. Пару человек перед нами. Будем ждать. Здесь такое здание, все обо всем. И совет ветеранов. И еще какие-то службы здесь сидят. И отдельный кабинетик, мои документы. Ну что, фокус не удался, очередной раз, никто в этом даже не сомневался. Это было бы слишком просто, чтобы у нас просто все получилось. Нет, так не бывает. В общем, отсидели очередь, зашли в кабинет, объяснили ситуацию, долго объясняли, что вот так и так, вы нас отправили на переделку, сами неправильно написали заявление, давайте писать новое. Нас приняли все наши бумажки, ксерокопии, их долго рассматривали, что-то там читали. Начали писать новое заявление, и только потом сотрудник увидел, что у нас вышел срок подачи заявления именно в МФЦ, и нас отправили уже непосредственно в паспортный стол. Так, это мы уже приехали в паспортный стол, он находится уже непосредственно в Анапе, нам пришлось возвращаться в город. Но, насколько я знаю, что паспортный стол теперь в Анапе по живой очереди не работает, а работает исключительно по записи. Но мы все равно приперлись. Я не знаю, на что мы надеемся. Я уже ни на что не надеюсь. Я думаю, у нас и сейчас ничего не получится. Но хотя бы надо узнать, как вообще сюда попасть. Может нас запишут хотя бы. Ладно, посмотрим, сейчас дойдем. Ну, конечно же, у нас ничего не получилось. Я уже все, я про этот паспорт даже уже слышать не хочу. Я не знаю, кто над нами так решил поиздеваться, но это просто какой-то кошмар. В общем, естественно, в этот паспортный мы не попали, туда вообще даже не пускают, на порог там стоит охрана, дали нам номер телефона, сказали, по телефону записывайтесь. И все это время, вот что мы сейчас от паспортного до центрального рынка идем, мы пытаемся позвонить, там бесконечно занято, я не знаю, как туда попасть. Все, ладно, короче, не хочу на тему паспорта больше разговаривать, мне все нервы вымотал.
О, кукуруза 35 рублей. В общем, пришли на центральный рынок. 100 лет здесь не были вообще. Посмотреть, может, каких-нибудь вкусняшек купить. Дыни, арбузы уже вовсю продают. Но я пока что-то не рискую. Муж говорит, давай арбуз купим. Но я приверженец августовских арбузов. Конец лета, начало осени. Всякого, конечно, запахи тут сводят с ума. Сюда нельзя приходить голодным. Посмотрите, какие явства. Благо, я все это не люблю. Я это не ем. Поэтому... Но запахи, конечно. На рынках бываем мы не часто. Я вообще не любитель рынков. Но так иногда пошариться, посмотреть. Ну и купить того, чего нет в магазине. Иногда можно. Например, ну это такие вот сезонные. Как раз я хочу сейчас купить кукурузы. Я по ней соскучилась. Каких-то фруктов. Ну и вот за орехами. Тоже можно сюда приехать. Смотрите, какая красота. Просто буйство красок. Все-таки уговорил меня муж на дыню. Дыни узбекские. Сказали, очень сладкие. Очень. Мы уже выезжаем из города домой. В сторону дома едем. И просто посмотрите, какая пробка в город. Они просто стоят. Я так понимаю, эта пробка начинается от кольца. Поэтому мы выбрали жизнь за городом, собственно. Летом в Анапе жить невозможно. Смотрите, дорога из города пустая абсолютно, никого нет, а в город все стоит. Так, мы приехали уже домой, быстро разбираю пакеты, к нам опять сейчас приедут кондиционерщики, поэтому быстро покажу, что мы купили на рынке. Дыня, кукуруза. Господи, как мы покупали эту кукурузу, хотели взять 6 штук, муж говорит, ну давай 10. Продавщица услышала, говорит, сколько вам? Я говорю, 6. Она говорит, я услышала 10, все, не волнует. И положила нам 10. Ну ладно, кукурузы мало не бывает. Муж взял себе сальце. Детенок взял себе сыр-косичку. Я немножко слив еще взяла. И вот это самое главное. Обожаем с дочерью шелковицу. Взяли 2 таких коробочки. Одна коробочка 150 рублей. Так, ну все, ребят, я побежала. В общем, на этом видео закончится, потому что сейчас к нам приедут мастера. Что-то будем решать с кондиционером.